Ассоциация «Общественный контроль» в рамках своей деятельности по борьбе с коррупцией, особенно в сфере судебной власти, инициирует способ судебной защиты жертв, пострадавших от немотивированных, а следовательно коррупционных решений о якобы неприемлемости жалоб в суде Европейского суда по правам человека. Во-первых, вынесение немотивированных решений является нарушением целого ряда международных норм права. Статей 1.3, пункт 1 статьи 6, статей 10, 13, 14, 17, 18, 45 Европейской конвенции по правам человека, статьи 41 Европейской хартии об основных правах, статей 257 пункта 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Очевидно, что судьи Европейского суда по правам человека не исполняют своих судебных функций, если нарушают перечисленные нормы права. Но если они их не исполняют, то они не имеют права на функциональный иммунитет. Поэтому любая жертва таких немотивированных решений о неприемлемости жалоб имеет право обратиться с иском к судье о компенсации вреда, причиненного отказом в доступе к суду и в связи с нарушением перечисленных норм международного права. Во-вторых, вынесение немотивированных решений является проявлением коррупции, так как судья по собственной инициативе устанавливает преимущество в нарушении законов и норм международного права лично себе и государству-ответчику, освобождая его от ответственности. Очевидно, судья при совершении таких противоправных действий рассчитывает незаконно на иммунитет. Но надо напомнить, что иммунитет предназначен для независимого и правильного отправления правосудия, а не для поддержания коррупции. Согласно Конвенции против коррупции, жертва коррупции имеет право предъявить иск коррупционерам, причинившим вред. В-третьих, для реализации права на судебную защиту от коррупционных действий судей Европейского суда по правам человека самым главным вопросом является подсудность таких дел, что связано с территориальным иммунитетом международных органов, имеющего цель обеспечить независимость этих органов от властей государств. Так как на данный момент эти вопросы не решены ни Комитетом министра Совета Европы, ни Парламентской ассамблеей ООН, ассоциация предложила рассматривать такие иски судом присяжных, что исключает такое препятствие, как территориальный иммунитет, и является истинным путем демократии. Документы по иску к судье ЕСПЧ размещены под видео, и каждый ими может воспользоваться в целях защиты нарушенных прав и внесения своей лепты в борьбу с международной коррупцией, внедрением ответственности судей Европейского суда по правам человека, что, естественно, отразится на улучшении правосудия на национальном уровне в целом.